Всех приветствую с острова Крит. Сегодня утром лайнер у нас пришвартовался здесь. Мы сейчас находимся в городе Ираклион и приехали во дворец Кнос. Что касается... Так, я тут такая крутая в шляпе. Что касается выезда с порта, по порту пешком ходить нельзя. И порт предоставляет бесплатные шаттлы. Но они идут только за ворота, получается, порта. Если хочется сразу в центр, не знаю, это Коста тоже предоставляет или тут другие какие-то организации, порты, есть платные шаттлы, по-моему, 15 евро с человека. Это получается сразу до центра, до старого города, с порта до старого города, 15 евро. Мы доехали на бесплатном шаттле до выезда из порта и взяли там такси. Так, такси получается... Ой, как птички. Ой-ой-ой, кричат. Такси получается стоимость в один конец от порта до Кноса. С нас взяли 20 евро. Ехали мы ровно 15 минут утром. Так особо трафик, ну, машинки ехали, но пробок не было. Вот. Если еще там, наверное, сфотографирую на обратном пути, там такой этот плакат, билборд у них висит с ценами. Если вы сюда в Кнос и обратно, и час вас машина ждет, стоимость, это быстренько то, что я сейчас взглядом пробежала, стоимость 50 евро. Но я обязательно сфотографирую вам. Так, а мы отправляемся на просмотр. Смотрите. Смотрите, прилетела откуда-то, запрыгнула. Представляете? Павлин. Так, а мы отправляемся на просмотр дворца. Время, естественно, в круизе ограничено, поэтому мы все делаем бегом-бегом. Это они, по-моему, так кричат сильно. Сейчас пока видео записывала. Ну, покажи красивый хвостик. Ну, покажи красивый хвостик. Давай, давай, покажи, покажи, покажи. Ну ладно, птичка гуляет, не будем ее отвлекать. Первоначально этот дворец строили в 2000 году до нашей эры. Что-то много раз он полностью уничтожался. То цунами, то пожары. Несколько раз они его восстанавливали. Но в какой-то момент уже, видимо, перестали это делать. Ну это они орут, я так и поняла. Их здесь, оказывается, много. И сидят они, представляете, на вершине деревьев. Как они туда? Они что, летают вообще? Да? Я думала, они как курицы только ходят. Да, летает, он полетел. Явно пришли на этих, на павлинов посмотреть. Сейчас летел, прям такой. Прям сидят на макушке дерева. Здесь не видно, наверное, да? Он, получается, этот англичанин, как энтузиаст, я так понимаю, пытался что-то сохранить и делал как мог. Может быть, оно и хорошо, что хоть что-то сохранил.
Хотел как лучше. Получилось, как всегда. Ну, сейчас вроде бы такое. Ну, я не слышала, чтобы осуждающие, но не очень про него говорят, да. Зато человек что-то сделал, по крайней мере. Horizontal, vertical beams slotted into the wall. Услышали от англоязычного гида, что вот эти вот все балки, которые горизонтальные, вот он в эту сторону, если ты повернешь, это были деревянные балки, и они восстановлены вот тем энтузиастам, сделали с них бетонные, чтобы поддержка конструкции была, так как деревянные уже сгнили. Ничего она не сказала, что его похвалили за это, интересно. Вернее, в наше время хвалят за это или... А, ты ушел, не слышали. Кому интересно, почитать можно будет. Ну, вообще-то дворец считается лабиринтом Минотавра из древнегреческой мифологии. Erano così i magazzini, come le acque dentro, fino a anni fa, come su questa porta che Под крышей. Не знаю, на видео видно или нет. Там стоят такие огромные кувшины. Мне, наверное, по плечо. Такие камни интересные. Прям как горный хрусталь. Может быть, слюда переливается. Ну, здесь, да, его, видимо, настраивали, перестраивали, поэтому, наверное, куча лабиринтов у них получилось. Пойдем, пройдем под Миносской аркой. Или проход, что это было. Ну да, здесь все уже полностью бетон сделан. Ну так, бетон под дерево сделан. Да молодец, не восстановил бы, этого бы не было. Кстати, билеты покупали мы онлайн. Стоимость билетов 15 евро с человека. Нет, вру, 20 евро с человека. Здесь очередь видели, но небольшая очередь за билетами. Билет у нас был на 10 часов. И здесь, в отличие от Акрополя, нас запустили 9:30 нормально. А вот, кстати, за дворцом, смотрите, поля. Поля. Это сады. Какие-то сады у них. Что именно не видно. Оливковые, но оливковая листва более такая седая. Так что здесь много что выращивают сами. Так, тут целая очередь, заглянуть в окошко. А нет, там заходить можно. Ну вот как раз таки знаменитые колонны. Ага. Здесь где-то еще рога должны быть. Как-то в бордюр встроены. Смотрите. Как будто как раз таки быка. Надо где-то их найти. Да, это знаменитый как раз вид колонны. Везде на картинках. Сразу ассоциация идет с Кносским дворцом.
Хочу поймать быка. Не видно, наверное. Быка отсюда вроде видно. Но рогов что-то мы пока отдельно не нашли. Смотрите, какие интересные камни. Ой, они жесткие, это мрамор. Это мрамор. Они очень жесткие. Я думала, что это какой-то известняк. Нет. Жесткие, и это мрамор. Это 100% мрамор. Надо же. И их тут много. Угу. Здесь можно брать аудиогид. Господи, язык заплетается. И даже какая-то девушка с какой-то коробкой ходила. Это получается не только аудиогид, как интерактивная. Глазам прикладывала. Вот здесь на этих подходит, что-то сканирует. Там, может, даже картинки какие-то. Что-то где-то ломают. Дворец, кстати, небольшой совсем. Быстро мы пробежали. Так что много времени на него можно не закладывать. Но если там не с группой и не с гидом, который будет очень долго что-нибудь вам рассказывать. Спорт, кстати, кто не торопится, можно уехать на автобусе «Двойка». Так, мы туда, получается, сейчас в Кносский дворец приехали на такси. А обратно, там рядом есть остановка автобусная. Мы уезжаем в центр вообще на 20-м автобусе. Он сказал Сити-центр. Сити-центр, мы так поняли, что мы сможем туда доехать. Сколько билет стоит? Так, до 2,80. Это за двоих? А, один. Каждый 2,80 стоит. Евро. Ну, все, не 20. Тем более мы по КНОСу программу закончили раньше, чем планировали. Можем позволить себе прокатиться на местном автобусе. На автобусе доехали мы до остановки. Я не знаю, это остановка называется, или он так обозначил нам. Сити-центр, Сити-центр сказал. Крикнул нам, мы, короче, вышли на Сити-центре. Так, пешочком прогулялись где-то 450 метров, несколько минут там пешком. И сейчас мы вот подходим. Это собор Святого Тита. Это православная, кстати, церковь. Хотим еще зайти в нее. Есть такой дворик с фонтанчиком. Тенечек. Пальмы просто шикарные, огромные. Так, а это центральный вход.
такие красивые белые свечи. Ну, что-то не можем понять. Здесь как будто монетку кидать, но сколько стоит, не знаю. Так, здесь хранятся мощи святого апостола Тита. Зашли мы в капеллу, где лежат мощи святого Тита. Здесь лавочки, везде можно посидеть. И в церкви, в основном зале, здесь в капелле. Иконы стоят. Сидеть, помолиться, подумать. Как так хорошо на гармошке играл. По-моему, это у них сейчас ЗАГС. Насколько я из обзоров поняла, это у них ЗАГС здесь. Больница. Может, уже что-то поменялось? Это базилика Святого Марка. Тоже тут рядом все. Там еще венецианское наследие. Везде львы. Оказывается, Крит был в районе 5 веков управления у венецианцев. Поэтому здесь много чего осталось от них. Внизу растения растут.
Мальчик прям играет. Так, ну здесь, да, центр, туристический центр. Так, потихоньку догулялись мы до крепости Кулес. Крепость или форт, что она там. Спускаемся вниз. Уже видно морешко. Так, на этой улице, кстати, очень дорогие магниты. А по магнитикам могу сказать, что в Кносе магнитики были дешевле. Там был один магазинчик, где магнит стоил 1,5. Здесь 4-5 вообще. 3-4-5 стоит дорого. Так что, кто будет в Кносе, лучше там берите. Так, и по автобусам. Автобус 20-й, получается, тоже идет до Кноса. Он прям на Кносе разворачивается и возвращается обратно. И написано, что он идет с порта. Возможно, около порта можно поискать эту информацию в интернете. Возможно, у порта где-то остановка есть. Недолго мы ехали. Ты не засекал, сколько мы от Кноса в центр ехали? 12 минут. Всего 12 минут? Получается, от Кноса до сити-центра мы ехали всего 12 минут. Ага, и 15 мы, получается, от порта ехали до Кноса на такси. То есть там не сильно большая разница. Ой, какой вид красивый открывается. Марина. О, где-то вдалеке наша желтая труба Коста. Это информационное табло по такси. Слушай, лодочки чем-то на вьетнамские, да, традиционные похожи? Не похожи? Что-то, мне кажется, похожи, такие же маленькие. С маленькими кабиночками. Не которая лонгтейл, а которые рыбацкие суденышки. Говорит, не похоже. По мне что-то похоже. Мы встали, пришвартовались что-то с таким большим лайнером рядом. Потом уже вернемся, сниму его. Сюда что-то солнце так неудачно светило там. Не получилось снять. Так, а сейчас что-то мы даже не знаем. Это крепость Кулес, она платная или бесплатная? Здесь, кстати, сразу... Ух ты, мою шляпку уносит. Каменный пляжик. При желании, конечно, можно искупаться. При желании же можно искупаться? Можно, конечно. Рыбалка здесь точно хорошая. Ветер, конечно, кидать не слишком хорошо. Слушай, нигде не было ветра, да? Вышли, здесь такой ветер. Эта крепость тоже наследие венецианцев. Потом турки там что-то перестраивали его. И название Кулес, кстати, именно от турок. Турки дали это название этой крепости. Так что название тоже турки здесь наследили. Что-то мы решили, что это травертин. Не отделанный, не отшлифованный, не нарезанный. А вот это, может, какой-нибудь базальт. Он тоже очень крепкий.
черный, я не знаю. Не помню, как выглядит базальт, если честно. Но почему-то мне сразу первое, что пришло в голову, это базальт. Интересно, что А, ну тоже ракушечник получается. все пористо, все. Но оно плотное. Вот наш ракушечник, это же недозревший травертин на несколько миллионов. Не дозрел. Травертин, он более твердый. Наверное, температура уже подействовала. Может быть, температура. Дайте, Всё может дайте быть. нам А, макрос. а вот смотри, как будто кораллы. Кораллы есть, да. Да? Были. Кораллы. Что здесь в Средиземном море разве растут? Здесь же прохладно для кораллов. Нормально. Было. Было. Выпускали. Какие-то ниши по всему периметру. Интересные. Я думаю, что сюда вода подступала. Может быть, вода и подступала, потому что очень сильно же подходила везде вода. И очень сильно изменился уже ландшафт, где в Катании же вода на 2,5 километра, что ли, отошла по сравнению с прошлыми веками. Так, и что? А говорили, здесь на крышу подняться можно. Ой, шляпка. Так, надо отойти, чтобы снять близко сильно. А, тоже венецианский лев. Лев. Говорили, где-то можно подняться, а мы входа никакого не увидели вообще. Хочешь, может, туда пройдись. Но заход только со стороны города. Здесь нет нигде. Так, вход нашли мы. Оказывается, вот сюда надо было нам свернуть и по мостику туда дошлепать. Там вход есть. Но не знаем, платно, не платно. Сейчас дойдем. Если уже платно, уже тогда возвращаться не будем. Мой говорит, какие-то билетики продавали далеко перед Мариной. Че? Вход? А, кто почитал, там что написано? Не написано, с билетиками или без билетиков. Ясно. Но если придется возвращаться за билетиками, уже тогда сюда не придем. Уже ноги устали. Получается, вход как раз подо львом. Ой. Какие полы. А где платить? А, вон касса. Так, здесь есть касса, вход 10 евро. И касса прямо оказывается здесь внутри. Это хорошо, никуда не бежать. Двери смотрим. Не просто крепость, здесь как музей с экспонатами.
Ядра, это ядра, да. Ядра. Не трогать. Слушай, те пушки с налетом как будто медные, а эти ржавые. Бронзовые и чугун, скорее всего. Вот что такие ядра большие? Но это не для пушек, надо перекидывать вот эти, как они назывались? Катапульки. Катапульки. Катапульты. Катапульты. Катапульки. Ой, какой ровненький, прям шарик, смотри. Судя по всему, с запалом был. Ну, этот как будто новенький, а этот как будто повидавший виды. Может, где-то летал. Где-то летал. Вот представляешь, как пушка дуо, да? Огромная вот это вот. Да нет, тоже, наверное, уже запалом запуляли. Нету таких пушек с таким. Смотри, какое маленькое отверстие. Это пушка. Это пушка. Пустяная шесть. О, здесь вон сколько кувшинов. Тупик, а где же вход на второй этаж? Надо у них спросить тогда. Нашли мы ступеньки. Они, оказывается, прям рядом туалет. Терраса, наверное. И кафе они там сделали. Боже мой. Ага. А это вот уже похож на наш ракушечник. Да? О, и сыпется Ну, какой-то. солью поеденной. Плотнее. Плотнее? Да. Ну, он же у них уже почти дозревший до травертина. Фух, сейчас заберусь. Ага. Kara. Hello, welcome. Hello. Ух, ветерок пошел. А еще выше, смотри, люди ходят. Вон еще лестница. Ох. Ну вот вид сверху. Здесь нету такой прям открытой площадки. Да ты чё? Чтобы все поснимать. Большая. С левой стороны. Ой, я через телефон ничего не вижу. Так кому что? А кому моря и рыбалка? Что такое? Освещение туда дает. Отдушина? А, освещение? Вентиляцию добавить. О, самолеты постоянно летают. Взлетают
пришли. Вид на город, на заливчик. Подняться можно, посмотреть, если кому интересно. Виды, конечно, красивые. Ну и последняя наша локация на сегодня. Это пляж. Пляж ближайший к Ираклиону слева. Название потом напишу, название не помню. Так, приехали, чтобы муж искупался. Так, температура воды 25 где-то и... Ой, температура воздуха 25,4, а температура воды 22,4, сказал, теплее, чем вчера в Афинах. Уже, правда, он искупался, я забыла, если честно, поснимать, мы голодные. Так, и находится пляж рядом, получается, с кафе Така Литера. Пляжное кафе, такое цивильное, не забегаловочка, очень все стильное, хорошие туалеты. Вот, мы там уже заказали, уже начали приносить нам покушать. Так что этот раз совместили приятное с полезным. И искупаться, и покушать, прежде чем будем возвращаться на лайнер. Так, пляж песочный хороший. Муж говорит, немножечко около берега галька, а потом говорит песок. Глубина хорошая. Это знаете, где у них вот стадион строится? Вот здесь стройка. Стадион строится. Народу мало. Так, на такси мы доехали, получается, с центра, как раз около этой башни Пулес. 10 евро за такси с нас взяли. 10 евро. Такси мы брали на точке. С Убером какие-то возникли проблемы. Что-то не хотел он нас заказ принимать сегодня. Вот, поэтому взяли такси на точке. Ну, цена, что-то так подумали, цена более-менее нормальная. Поэтому согласились. Ноги уже отваливаются. Я сегодня еще одела не растоптанные тапочки. Почти новые. Нина вроде как бы и не натерла, но надавила ноги. Так, заказали опять греческий салат. Греческий салат, кстати, отличается от афинского. Вернее, критский отличается, получается, от греческого. Они здесь добавляют сухарики. И еще я заметила здесь портулак. Это вот соленые. И маринованный перчик острый, наверное, да? Ну, это тут уже, видишь, как что добавил, а именно вот основное отличие идет по сухарям. Добавляют сухарики. Так, горячее еще не принесли. Сейчас горячее принесут. Так, и смотрите, с таким красивым видом кафешка. Сейчас сяду. С таким почти панорамным видом. Даже зеленуха есть, у них клумбы среди посажены. Там люди сидят, мне неудобно снимать. Но кафешка прям такая чистенькая, цивильная. Надеюсь, вкусная. Себас на гриле. Это что-то соус какой-то, да? Это масло. Масло. Да. Давайте. Так, а у меня так не помещается. Так, у меня получается семга на гриле. Здесь идет, интересно, сразу меню. И сразу получается заказ на нем делаешь, ставишь галочки. Так, у нас вышло, получается, на 54 тысячи. Ну, можно было взять одно горячее на двоих, если честно. Переели мы. Вчера мы брали одно горячее в Афинах. Один салат, вот самое то. И еще они предложили, бесплатно уже идет, как в подарок десерт. Какие-то фрукты мы уже отказались, потому что объелись. Так что вот, кому интересны цены, ставьте паузу, смотрите. Стоим прям близко-близко. Немецкий какой-то круизный лайнер. Поставили нас
рядышком. Как наш он, да? Им побольше, да, нашего? Больше. Больше. То есть вроде рядом стоят, вроде как будто одинаковые по высоте. Отходим мы с острова Крит. Тут воды намутили. Сейчас он, видимо, кормой сдавал. А знаете, кстати, как корма? У нас написано на лайнере корма на итальянском. По-моему, на итальянском, наверное. Опа! Ну, как он аккуратненько вышел. Вот этот немецкий лайнер. А, кстати, из всех вот прибрежных городов, которые мы когда-либо посещали, получается, Ираклион, он такой более-менее все-таки не сильно такой горный. Есть немножко в горочку пройти, в горочку это, но все равно не так сложно, как в других городах. Более такой пологий он, что приятно порадовало. Ух, какая гора! Тоже какой-нибудь вулкан. Прям четко за городом. А мы отправляемся на следующий остров. Греческий. А на сегодня наши путешествия уже закончились. Всем удачи и пока. До следующих встреч.